Сегодня я отвечу на вопрос, который прозвучал в комментарии. Игорь, чем заменить самшит? Давайте начнем с того, что мы вспомним, какие параметры у самшита нам очень нравятся. Ну, во-первых, это вечно зеленый кустарник. Это очень неприхотливый кустарник, который, в принципе, может расти и на освещенном месте, и может расти и даже в тени. Это кустарник, который может в высоту достигать порядка 2 метров. Видел я такие кусты. Это кустарник, который отлично стрижется. Именно из самшита, на мой взгляд, получаются самые лучшие живые изгороди и какие-то другие топиарные формы. Самшит, в принципе, морозостоек. Растет, практически, наверное, на территории всей Украины. Во всяком случае, на большинстве территорий Украины я его видел. В чем же, собственно говоря, его недостаток? А недостаток в том, что вот сейчас на европейской территории, в том числе в Украине, очень распространился вредитель, который называется самшитовая огневка. Тут я позволю себе напомнить. Я снимал видео о многом том, о чем я сегодня буду рассказывать, в том числе и про самшитовую огневку. Напоминаю, все ссылки на видео я оставляю в описании, переходите и смотрите. Итак, самшитовая огневка. Что же это за вредитель? Это вредитель, который буквально в течение 2-3 дней, если не предпринимать никаких мер, полностью вчистую съедают ваши кусты. Бороться с ним можно, но это дело хлопотное и это дело постоянное. В прошлом году я против самшитовой огневки провел 3 опрыскивания у себя в саду. Нужно ли это вам? Мало того, что мы плодовые и ягодные нам приходится опрыскивать, так еще и декоративные. Поэтому многие решили от самшита избавиться, но очень хотят его чем-то заменить. И вот сегодня давайте вспомним некоторые растения, которые в принципе могут его заменить. К сожалению, не все растения удастся мне вам сегодня показать. Я нахожусь не в своем саду из-за этой войны, которую россияне развязали против Украины. Но, тем не менее, напомню еще раз. О многих из них, о тех, которые я выращиваю у себя в саду, я оставлю ссылки в описании, переходите, смотрите. И начнем мы, пожалуй, с пироканты. Пироканта – вечно зеленый кустарник, который тоже способен вырастать до 2 метров, который отлично стрижется, восстанавливается после стрижки. Из пироканты получаются очень хорошие живые изгороди. Мало того, что он вечно зеленый, у него еще и образуются ягодки. Причем эти ягодки могут быть разных цветов. У одних сортов они красные, у других оранжевые, есть даже желтые. Во всем этом я снимал. Пироканты еще есть колючки. И вот живая изгородь, стриженная, красивая, украшенная осенью и всю зиму вот этими вот цветными ягодками, еще и будет труднопроходимой именно из-за колючек. Следующий кустарник – магония подуболистная. То же самое, вечно зеленый кустарник, такие кожистые, блестящие листочки мне очень нравятся, который, в принципе, вырастает, наверное, не 2 метра, но 1,5 метра, видел я такие кусты. Цветет желтыми цветами, кистями такими, на которых потом образуются синие ягодки, которые тоже потом будут осенью и зимой очень украшать вашу живую изгородь. Из магонии тоже неприхотливый кустарник и, кстати сказать, очень хорошо себя чувствует именно в тенистых местах. То же самое очень хорошо стрижется. Следующий кустарник – это бересклеты. Причем 2 бересклета. И про оба из них я тоже снимал видео. Это бересклет Форчуна. Бересклет Форчуна мне очень нравится. Один из моих любимых кустарничков. То же самое, вечно зеленый. Но слово зеленый здесь не очень подходит. Как правило, у бересклета Форчуна листочки варигатные, с окаймлениями с какими-то другого цвета. Бывают желтые с белым окаймлением, бывают зеленые с белым окаймлением. Очень красивый, очень симпатичный кустарник, который довольно быстро растет. Кстати сказать, очень хорошо делится куст на части. Если вам нужно его размножить, буквально через пару лет вы можете куст делить и таким образом размножать и увеличивать свою живую изгородь. Единственное, что, пожалуй, не получится сделать из бересклета Форчуна высокую живую изгородь. Хотя, тут есть такой вариант. Дело в том, что у бересклета Форчуна ветки не как у самшита такие жесткие, а они как бы такие гнущиеся, не спадающие. Поэтому не очень высокий получится, где-то максимум 1 метр. Но если вы поставите опору какую-то, сетку, например, на колышках каких-то, и вот эти ветки будете направлять на эту опору, они там будут виться, будут все это дело заплетать, то у вас получится симпатичная вот такая вечно зеленая изгородь. Бересклет Форчуна очень красиво смотрится, у него на зиму немножко меняется цвет листвы, он такой красноватый становится, смотрится очень эффектно, растет очень быстро и, как я сказал, очень хорошо и быстро размножается. Ну и его родственник — это бересклет японский. Очень красивая листва,
ну, чем-то даже, конечно, так условно напоминает самшит. Ну, листочки крупнее, тоже такие глянцевого, такого темно-насыщенного зеленого цвета. Отлично стрижется, великолепные живые изгороди получаются. Какая высота? Ну, вот то, что я видел, где-то тоже так 1,5 метра. Вполне возможно, я ошибаюсь. Может быть, можно и выше. То же самое растет и на солнечных местах. То же самое, как и самшит, неприхотлив. И, в принципе, может расти и в полутени. Потребует единственное в первые годы, когда вы посадили его, ну, какого-то полива, собственно, как и самшит, до тех пор, пока как следует не укоренится. Потом, в принципе, он совершенно малоуходный кустарник. Еще один любимый мной кустарник. Я вот все время говорю любимый мной, потому что именно вот эти вот кустарники вечнозеленые я выращиваю у себя на участке. Так вот, это жимолость шапочная. Вечно зеленый, листочки мелкие, чем-то, кстати сказать, тоже напоминающие самшит. Кустарник очень неприхотливый, делится довольно быстро, то есть тоже через пару-тройку лет вы можете смело делить кусты на части и рассаживать, увеличивая его количество. Отлично переносит стрижку и восстанавливается. К сожалению, в отличие от самшита, высокую изгородь вы из него не сделаете. Ну, жимолость шапочная — это примерно 50-60 сантиметров в высоту максимум. Но если высадить вот такой бордюр, назовем это так, вдоль дорожки, уверяю вас, смотреться будет ничуть не хуже, чем такой же бордюр, сделанный из самшита. Можно попробовать использовать барбарисы. Среди барбарисов есть вечно зеленые виды. Вот я стою рядом, условно назовем это живая изгородь. Если я не ошибаюсь, это барбарис Юлиана. Неприхотливый, как и все барбарисы. Расти может и на солнце, и как здесь, расти может в тени. Морозостойкий. Я в свое время брал черенок в парке Киевском. То есть прекрасно может расти по территории Украины. Отлично переносит стрижку. Прекрасные получаются из него живые изгороди. Мало того, что он вечно зеленый, у него есть колючки. И вот эти колючки сделают вашу живую изгородь труднопроходимой. Высота, ну вот в Киевском парке где-то так 1,50 м, 1,60 м примерно высотой он. Весной вы увидите на нем кисти симпатичных цветочков, ну и потом, как на всяком барбарисе, небольшие ягодки. Хороший вариант. Как говорится, чтобы 2 раза не вставать, давайте вспомним, из каких хвойных мы можем делать вечно зеленые живые изгороди. Ну, про тую, можжевельник я вам рассказывать не буду, наверняка вы их видели и не раз. Да и потом напомню, что у меня в описании есть ссылка как раз о том, как я сажаю живую изгородь из туи. А вот за спиной у меня тис ягодный. Один из лучших вариантов для живой изгороди. Ну, естественно, вечно зеленый. Если его правильно стричь, правильно формировать, вот эта изгородь получается очень плотной. Сначала растет медленно, потом потихонечку начинает ускоряться. Причем может расти и в тени, как вот здесь, но может расти прекрасно и на солнце, как вот здесь. Есть у него одно пожелание. Он очень любит влажные почвы, влажный воздух, но тем не менее у меня в Запорожье, в засушливом климате, на сухой почве, редко поливаемый, тоже прекрасно растет. Единственное, следует помнить, если вы собираетесь из тиса делать живые изгороди или топиарные формы какие-то, имейте в виду, что его веточки, его хвои ядовитые. Поэтому, если есть у вас маленькие дети, наверное, стоит воздержаться. Ну и вот, наверное, мой самый любимый вариант живой изгороди из хвойного растения – это изгородь из ели. Плотненькая, вечно зелененькая, красивенькая. Конечно, на ее создание понадобятся годы. Ну, лет 6 как минимум. Она сначала медленно растет, а потом потихоньку ускоряется. Растет и на солнце, растет и в тени. Причем высоту хвойных изгородей, конечно, вы сами можете регулировать. Вы знаете, что хвойные растения могут вырастать довольно большого размера. Главное – правильная формовка, правильная стрижка. Наверняка кто-то из вас вспомнит и другие вечно зеленые растения, которыми, в принципе, можно заменить самшит. Ну вот лавровишня, например. Но только давайте договоримся сразу. Нельзя одним растением полностью заменить другое. Они не копируют друг друга. У каждого растения свои характерные особенности. Мы всего лишь пытались подобрать, вспомнить те растения, которые соответствуют вот тем заявленным требованиям, которыми обладает самшит, которые я перечислил в начале этого видео. Ну а у меня на сегодня все. Красивых вам садов и всего доброго.